Водолеи, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю с 22 по 28 августа 2022 года. Помогут мне сегодня в этом Таро «Рождение свободы», а также Ленорман «Силуэт». Поэтому вы, пожалуйста, настройтесь на те ситуации, на ту информацию, которую вы хотите получить от карт. Пошлите им такой ментальный посыл. Настройтесь на позитив, расслабьтесь и будем с вами просматривать предстоящий событийный ряд. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же у вас здесь? Прям пошло две карты, хорошо, пусть две будут. Итак, напомню, что арканы мы трактуем в позитиве. Как мы видим, у нас здесь башня, рыцарь пентаклей, жрец и двойка пентаклей. Итак, для кого-то это в какой-то степени крушение устоев. Причем устоев в традициях, в планах, в обучении, в каких-то нормах. То, что, знаете, для вас фактически было неизменным. Вот теперь проходит желание кардинальным образом поменять эту стабильность, сделать все по-новому, создать новые правила, новые нормы, новые ГОСТы, все что угодно. Потому что это, знаете, как жить по-новому. Сейчас объясню почему. Башня у вас отвечает, вот видите, за какую-то шаткую ситуацию. Что-то в вашей жизни меняется, вы нестабильны, вам нужна поддержка. Это касается вашей стабильности и постоянности, то, что вы длительные годы не меняли. Жрец у нас, как правило, отвечает за ваши привычки, в прямом смысле слова, потому что у вас традиция серия. Вы проснулись, и первым делом, допустим, вы закуриваете сигарету, потом идете в душ, да, у каждого там свое. Так вот, здесь это менять эти традиции. Видите, по двойке пентаклей пытаться помимо старого внедрить в свою жизнь нечто новое и посмотреть, с чем вам будет лучше. Со старым или с новым. Это, знаете, как сопоставить, сравнить. То есть пытаться в своей жизни что-то поменять в лучшую сторону. У кого-то также это будет вопрос о вопросах стабильности, а именно получения дополнительного образования, которое позволит вам чувствовать себя свободнее. Будут какие-то перспективы финансовой независимости. Это может быть и обучение на дому, и работа на дому, потому что башня, рыцарь, пентакли, это, знаете, как, по принципу «я в домике». Знаете, вы как зона комфорта. И вы хотите, знаете, как подстроиться под эту зону комфорта, под эти новые правила, под эти новые условия и ситуации. Но сейчас посмотрим. Итак, если эти арканы смотреть с точки зрения личной жизни, и вы на текущем этапе свободны, то здесь по колеснице это знакомство на расстоянии, либо знакомство в дороге, но такая шаткая ситуация, что это, знаете, будет тот типаж человека, про который бы вы сказали: Господи, я с такой или с таким, да никогда. Вот здесь меняются устои, меняется ваше мировоззрение. Это, в принципе, может быть человек другой культуры, другой религии, другого мировоззрения, но тем не менее именно этим для вас он будет привлекателен. Если вы находитесь в любовных треугольниках, то здесь по королеве жезлов это желание статуса, это желание официального какого-то положения. Допустим, если для вас раньше были приемлемые отношения без обязательств или отношения свободного формата, то сейчас вы можете быть нацелены только на официальный союз, только на официальный брак, потому что меняется, повторюсь, ваша точка зрения, ваши приоритеты. Если вы в стабильных связях, то здесь по умеренности все ровно, все без изменений. Здесь только, знаете, может идти распределение каких-то бытовых нюансов и обязанностей. То есть, допустим, если вы раньше тянули все на себе, теперь вы это можете распределить между членами вашей семьи, дабы облегчить себе существенно жизнь. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, на текущем этапе вы не работаете, то здесь желание получить какое-то образование, пройти какие-то курсы, то есть то, что вам позволит получить новый источник дохода, новый источник заработка. Но поддержки извне ожидать не следует. Здесь только рассчитывайте на свои собственные силы. Если вы в статусе соискателя, то по аркану звезда это нужно делать акцент на ваш талант, на ваш потенциал, то есть не стесняться раскрывать свои качества. И тогда действительно, как показывают арканы, у вас появится перспектива трудоустроиться, причем не на одну должность, будет несколько вариантов, из которых вам даже придется выбирать. Если вы у нас наемный сотрудник,
то, как мы видим по 8 Пентаклей, работа кипит, работа идет. Здесь могут проходить курсы повышения квалификации для того, чтобы вы впоследствии с одной должности перешли на другую. То есть будет перспектива повышения по карьерной лестнице и по финансам. Почему? Потому что вы понимаете, что на текущем месте оставаться уже нерентабельно, крушится основа. Засиделись вы уже на этой должности. И если у вас свой собственный бизнес, то, как мы видим по королю жезлов, это новые амбиции, которыми вы будете следовать. Но теперь вы в жизнь вносите новые коррективы и правила. Делу время, потехи час, потому что, смотрите, мужчина закрывает офис и идет заниматься любимым делом, игрой в гольф. Так и у вас здесь жрец и 2 Пентаклей. Осознание того факта, что есть разные стороны жизни, сферы жизни, которым в обязательном порядке необходимо уделять внимание. По состоянию здоровья это проблема, от которой вы долго отмахивались, которую не хотели решать. Но здесь может быть обострение ситуации, обострение болезни. Это вас заставит идти к врачу, и как следствие по 2 Пентаклей, теперь дотянув до последнего, знаете, как выполнять рекомендации врача и, знаете, как вклинить это в свой стандартный традиционный ежедневный образ жизни. Что у нас здесь в негативе? Как мы видим, 5 мечей, туз Пентаклей и 4 Пентаклей. Знаете, как боязнь потерять опору, стабильность, почву под ногами, боязнь потерять финансовые возможности, либо остаться неудел, потому что, видите, 5 мечей – это отчаяние, вы не понимаете, что делать, и вы уже так от всего устали. Это такая позиция, боги, горел сарай, гори и хата, потому что вот эти 2 последующие карты, они указывают, что вы понимаете, что шансы есть, и вам нужно за них цепляться, но у вас уже как-то нет сил, опускаются руки. Так вот здесь нужно смотреть на ситуацию по-новому. Если это касалось денег, ваших сбережений, которые по ряду причин сгорели или вы дали в долг, вам не вернули, то карта рекомендует вам не отчаиваться, потому что появятся новые способы заработка, которые стабилизируют ваше финансовое положение. И с точки зрения совета, отшельник. Отшельник – это проявление мудрости, это не вопросы одиночества. Это, знаете, такая вот позиция, когда человеку комфортно самим собой. Не то, чтобы он сам себе на уме, но человек, который четко мониторит все, что происходит вокруг. Так вот и вам. Это, знаете, как четко следите за всем происходящим, соблюдайте свои личные границы, свою зону комфорта, никому не позволяйте их нарушать. Но, знаете, как наблюдают за другими, посмотрите, возможно, вам что-то следует изменить в своей жизни в лучшую сторону, что-то подкорректировать, что-то принять новое, от чего-то отказаться. Потому что вот это вот такой мониторинг, он как раз и дает оценку того, что в вашей жизни не так, или что, возможно, не так с вами, что следует поменять или изменить, чтобы добиться наилучшего результата. И сейчас мы с вами посмотрим неожиданность периода. У нас здесь лиса, ребенок и ключ. То есть ваша непосредственность, ваше любопытство, ваши желания, стремления и тяга к новому будут ключом к новым возможностям, будут ключом к новым перспективам. Это ситуация, по сути, когда вы открываете любые новые двери, потому что у вас даже на колоде книга. Открытие новых знаний, новой информации, новых правил, устоев. Это, знаете, как новый цикл жизни. Жизнь с чистого листа, то есть открыть для себя новую страницу. Поэтому будьте непосредственны, как ребенок, но вместе с этим мудры, хитры и изворотливы. Вам это нужно как никогда. Ну, во всяком случае, в рамках этой недели, так это точно. Конечно же, негатив я для вас закорректирую позитивом. Поэтому пусть идет раскрытие вашего потенциала, хороших вам наставников, учебы, если вы стремились, ну и новых перемен, устоев, к которым вы так стремитесь в ближайшее время. Вот таким вышел расклад на эту 7-дневку. Я вас искренне благодарю за внимание, я благодарю за то, что вы делитесь своей обратной связью, то, как у вас проживаются эти расклады, как они проходят в вашей жизни, какие события с собой несут. Если видео для вас было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а я вас благодарю сердечно за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых видео.